Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, как поступить в ситуации. Или как быть в задуманной ситуации, как сложатся для меня события. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас колода 78 дверей. Это метафорические карты, которые, я надеюсь, как раз помогут вам какой-то ваш вопрос либо решить, либо для себя какие-то действия наметить. И ведь когда мы смотрим на карты, все равно у каждого своя какая-то аллегория в голове, потому что у каждого своя ситуация, обстоятельства. И я так надеюсь, вот если прислушаться к подсказкам собственного шестого чувства, варианты вы определенно увидите. И ключевое значение таки дверь, ключ или замок, как открыть эту дверь и вообще открыта она или закрыта. Что нам предстоит сделать, а может быть и нет этой двери вовсе. Мы достанем две карты, как я, допустим, поступлю, если, точнее, что будет, если я поступлю определенным образом. Да, это будет одна карта. И задумайте свой план либо действий, либо сказать да, либо нет, но у каждого по-своему. И вторая будет карта как вариант, что будет, если я поступлю другим образом. Или скажу нет, опять же. Давайте первый вопрос, оценка ситуации, что карты думают по этому поводу. И вот эти две карты как два варианта, что нам скажут карты. Кому мало времени, ставьте на паузу, потому что важным будет свести какую-то вашу либо проблему, вопрос к одному кульминационному вопросу, как поступить. Понимаете? То есть может ведь вихрь целый быть каких-то как и эмоций, так и вариантов или подвариантов ваших действий. А вот нужно именно все-таки сконкретизировать ваш вопрос. И дальше мы немножко развернем, что будет, если я буду действовать вот именно по первому варианту. Соглашусь, откажусь или то, что вы задумали. И что будет, если второй вариант я применю. И в целом давайте достанем карту совет или как, ну что-то нам посоветуют же карты. Оценка ситуации, туз мечей. От вашего важного решения будет буквально зависеть выход из какого-то лабиринта или решиться раз и навсегда с чем-то. И это важное решение будет, знаете, как точка. Точка какая-то невозврата. Потому что мы как будто выйдем из каких-то тысячи неопределенностей, из непонятно чего. И вполне вероятно, от чего-то мы должны будем отказаться на своем пути, чтобы стать более мудрыми, рациональными, где-то более холодно смотреть на какой-то вопрос, не позволяя себе соскользнуть в эмоции. Все же ты мечи. И знаете, пространство, не случайно у нас как будто рука этот меч нам протягивает и говорит, на, вот какое-то важное решение ты должен принять. И нет ведь никаких ограничений, все открыто, дверей даже нет. Но для нас, ну, словно нужно найти вот этот правильный путь, вот этот самый выход. И если мы на чем-то одном концентрируемся, то тогда практически нет ничего невозможного. Нет здесь, ведь это, представьте себя, ну так вот, интуитивно, что мы идем по этому лабиринту, и мы ничего не видим, кроме этих зеленых стен. И мы должны сконцентрироваться где-то, как и сами на себе, что у нас сейчас в приоритете, какой конечный итог мы хотим получить, вот самое главное. И не пытаться, если мы идем по лабиринту, мы же ведь в замкнутом пространстве, мы не действуем направо, налево, на нас не воздействуют люди. Вот, видимо, это значение тоже надо применить к себе, что мы не должны пользоваться советами со стороны или учитывать какие-то еще, может быть, обстановку там или еще что-то. Вот есть то, что лично для вас важно, мои дорогие весы. И вот именно этому надо уделить внимание, и тогда и выход-то вы как будто найдете очень быстро. Это и есть своего рода решение. А может быть, информацию какую-то вы получите, когда это самое решение от вас потребуется. Или новость такова. Давайте первый вариант будем смотреть. Пятерка кубков. И обратите внимание, у нас дом и двери. Если мы говорим ключевое значение, двери горят. И огонь уже поднялся до второго этажа. И по идее прыгать надо. Но женщина, девушка, которая на втором этаже, она этого не делала никогда. И на это решиться очень сложно. Она не видит никакой альтернативы, кроме как громче кричать. И пустых надежд, что авось, да вдруг кто-то услышит и прибежит на помощь.
а никто не прибежит. Обстановка вокруг на карте изображена достаточно мрачная и абсолютно спокойная. Никому нет дела до этой девушки. И она понимает, что время идет. И все ближе языки пламени. А ее время все укорачивается. И пройдет еще совсем чуть-чуть. И у нее не будет даже вот этого альтернативного варианта выпрыгнуть из окна. Для кого-то из вас это сделать квантовый скачок или принять очень важное решение. Может быть, сделать то, чего вы не делали никогда. Но вот сама по себе решимость, какая-то смелость от вас и, может быть, и мужество, как будто потребуется. У кого-то может быть буквально вопрос, но на повестке дня стоит остро. Или будет, или не будет. Или была, или не была. Или вот что-то такое, понимаете? Тут риска ведь нет, нам говорят карты. Ведь, посмотрите, не так высоко расположено окно от дверей. И совершенно определенно, точно она не разобьется. Ну, разве что набьет шишек каких-то, синяков. Да, может быть. Ну, подвернет ногу. Но жива она определенно останется. Вот какая-то такая на повестке дня может быть ситуация по первому варианту. Хорошо, если что будет дальше? Давайте мы узнаем. Мы пройдем через какой-то буквально болезненный опыт и какое-то выздоровление мы получим. Тут, правда, у кого-то спасайся к бегству или от принятого вовремя решения будет зависеть ваша дальнейшая судьба. У кого-то так может стоять на повестке дня. И даже если какой-то период мы словно будем поправлять свое здоровье. Вот у кого-то, правда, мы ведь каждый из нас в какой-то стране своей находится, обстановке, обстоятельствах точнее. У кого-то из вас буквально такая решимость потребуется, когда выйти полностью из зоны комфорта и, правда, прыгнуть. И даже если для нас это будет стоить каких-то сил, мы потом их как будто поправим. И по десятке мечей, посмотрите, человек, он понимает, что да, ему больно, тяжело, но эта процедура совершенно необходима, чтобы он встал и пошел. Чтобы он простился с каким-то прошлым, с прошлой болью. Ведь это вот именно сеанс оздоровления. Значит, от какого-то вашего решения будет зависеть качество вашей жизни. Вы словно на развилке можете быть. Или в этом лабиринте. Давайте посмотрим второй вариант. Но я бы сказала, тут оба варианта как будто без вариантов. Выход должен быть какой-то один найден. И если тут у нас квантовый скачок, мы говорим, да, или буквально прыжок, сделать что-то, ну, наверное, как то, что для нас совершенно нам не свойственно, может быть и так. А по второму варианту нет ограничений, как будто дверь есть, но ситуация, это карта смерти, я надеюсь, все понимают, что это карта трансформации, и трансформация будет заключаться в том, что мы должны выйти за ворота этого кладбища. Мы оставить должны прошлое в прошлом, и нет никаких препятствий, препятствий только в нас самих, и человек, который сидит на погосте, у него в руках песочные часы, они словно напоминают, помни, время идет. Вот так же, как и в первом варианте. Почему я прихожу к выводу, что ну где-то взаимосвязано, видимо, ну переплетаются, может быть, или вы не можете определиться, вы ждете, может быть, что будет еще какой-то вариант, а тут нам как будто говорят, да нет, все равно от вашего решения и будет зависеть какой-то выход. И из всех красок, кстати, на этой карте, которые находятся внутри вот этого пространства, это только на погосте выкрашенные цветы, краска в цветах. А все остальные реальные краски природы, они и там, за вратами этого кладбища. И нам, чем быстрее мы встанем и пойдем, не оглядываясь, тем быстрее мы как и выход найдем, так и, ну, наверное, новые какие-то варианты перед нами, как и горизонты, так и новое видение, может быть, мира, с большим вдохновением. Сейчас мы можем себя чувствовать, как в ловушке. Мы не можем как будто выйти из вот этого какого-то тупика или лабиринта. А тем не менее от нашего важного решения что-то да зависит, и значит есть варианты. Но я так больше склонна к тому, что из вашей ситуации есть один только выход. Окончательно с чем-то проститься и буквально прыгнуть в неизвестное будущее. Но нет закрытых дверей, опять же, вы везде же есть выход. А на карте мечи
как таковых дверей, они есть тут на заднем плане, как будто, но это непонятно нам, не то дверь, не то окно. Тут именно проходит больше, как человек сам ведь пришел, да, на эту процедуру. Он хочет оздоровления, он хочет, после того, как он простился, видимо, с прошлым, он хочет быстрее почувствовать себя во всеоружии, или более бодрым, или избавиться от какой-то прежней боли, или от каких-то прежних разочарований. Но все же, второй вариант, как будут развиваться события, карта мага. Вот всего лишь, правда, с чем-то определиться, мои дорогие весы, и нет ничего невозможного, все стихии в руках. Ну, вот у дев было тоже интересно так, и у вас, наверное, как у Бродского в стихах, не выходи из комнаты, но тут наоборот значение, и кому интересно, можете почитать это стихотворение, его не воспроизвожу. Но смысл, если мы все никак не можем на что-то решиться, мы словно вот как этот человек застреваем, потеряемся в этом времени. А всего-то, если мы выходим и открываем дверь в будущее, или не просто в будущее, а в мир, из какого-то замкнутого пространства, из каких-то ненужных мыслей, из того прошлого, то, что ушло и никогда не повторится. Перед нами, вот, наверное, вот видите, те горы, вот они у нас. Но мы уже как будто парим. Сам маг раздвигает по бокам растительности, и он словно эти заросли мыслями своими раздвигает, и все стихии, опирается он на пентакли, поэтому я могу сказать, что какая-то финансовая проблема для вас будет решена от важного какого-то решения. Не будет ничего невозможного наладить личную жизнь, все-таки у нас кубок в одной руке находится. И, безусловно, от нашего важного решения, посмотрите, вот этот меч маг держит буквально на кончике носа. Вот правда, что-то такое кульминационно важное в вашей жизни, вот как этот меч. Мы им должны воспользоваться. И не терять его на последующее, как будто это будет наш талисман, вот такое рациональное решение. И тогда вот этот волшебный жезл, вот эту самую ленту, словно и завьет в виде восьмерки или лемнискаты, символа мага. Нет ничего невозможного. Но надо сказать, что я не вижу, что разрозненные два варианта, как будто они так или иначе они переплетаются. Может быть, мои дорогие весы, вы уже сами знаете где-то интуитивно, что вам делать, но раздумываете. Как видят карты, совет. Правда? Мы сами открываем двери. Девятка пентаклей. Карта финансового благополучия. Карты, когда мы управляем ситуацией. Когда у нас дом, моя крепость. Посмотрите, тут мы приглашаем как будто гостей уже. И мы абсолютно уверены, как в самом себе, в своих планах, в своем финансовом успешном как состоянии на данный момент, так и на будущее. Тут ведь, ну, как дом полная чаша все же. Посмотрите, какие двери красивые, массивные. Они надежные, и мы сами командуем, кого пригласить, а кого нет. Мы хозяева собственной жизни. И вот карта об этом и говорит, что мы должны быть хозяевами собственной жизни, и поэтому какое-то все же свое важное решение мы должны принять раз и навсегда. И даже если нам для этого потребуется сделать вот этот самый прыжок или сделать, но иносказательно, то, чего мы раньше не делали, может быть, нам придется какое-то время после этого словно восстановить себя, но мы окончательно перейдем вот из этого состояния в состояние мага и останемся на нашем материальном земном уровне счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.